С подключением затворники по неволе. Болезнь из Китая внесла серьезные коррективы в жизнь всего мира. Инфополе заросло непроходимым корово-бурьяном. Нам от этого никуда не деться, все мысли только сейчас о нем. Но давай попробуем сделать это красиво. В нашем стиле наденем шапочки из фольги и ознакомимся с теориями заговора вокруг пандемии. А да, кстати, я не особо могу говорить название болячки, потому что YouTube это не нравится. Да и так всем надоело этот термин уже. Но я буду, в общем, как-то слова менять, но вы поймете все. Для начала давай разберемся, откуда вообще мир узнал, что есть такой Virtus Cro и что его надо бояться. Pandemic caused by a coronavirus. Знакомься, Всемирная организация здравоохранения. Она является частью Объединенных Наций. Ее миссия заключается в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. Ни больше, ни меньше. Находится она, как и все добродетели, в Женеве. Удивительно, да, что именно там же находятся деньги большей части мирового зла. Ну да ладно, не про это. ВОЗ, по сути, собирает информацию от исследователей в области здравоохранения по всему миру и, основываясь на ней, строит программы по улучшению здоровья населения. Да, вот так высокопарно, но это не моя вина. Все эти казенные учреждения просто больше рассказывают о своей работе, нежели действительно работают. При этом решения, которые принимает Всемирная организация, по определению имеют мировой масштаб, чем, конечно же, можно воспользоваться, чтобы получить прибыль планетарных масштабов. Помнишь, лет 10 назад весь мир трепещал перед свиным гриппом, который был потомком птичьего. ВОЗ тогда объявил первую пандемию в 21 веке. Свиней вырезали фермами, а государства в панике затаривались лекарствами на миллиарды долларов. Но, как видишь, человечество не вымерло. Ну, по крайней мере, от свиного гриппа. На момент объявления пандемии пострадало около 9 тысяч человек, что, как ты понимаешь, гораздо меньше числа, которые собирают привычные сезонные заболевания. Мир выдохнул, а через несколько месяцев журналисты датской Information выпустили расследование, в котором рассказали о связях чиновников из ВОЗ с крупнейшими фармацевтическими корпорациями. Люди, которые в ВОЗ принимали решения о введении пандемии, получали деньги от самых больших фармацевтических компаний, буквально сидели там на зарплате. ПАСЕ после этого даже проводила расследование и слушания о преувеличении степени угрозы свиного гриппа в интересах фармацевтов. Но что-то как-то там все очень быстро разрулилось, все оставили при своем, на тему забили. Стоит ли доверять организации с такой репутацией? Вероятно, не особо. Но значит ли это, что ВОЗ врет и на этот раз? Хз. Ведь пацана, который кричал «Волк», все-таки съел волк. Значит, волк все-таки был, пусть и не каждый раз, когда он об этом кричал. Ну и, конечно, как и во всех теориях заговора, есть и полярное мнение, а именно, что ВОЗ недостаточно быстро и масштабно отреагировала на опасность картавого версуса. ВОЗ, по аналогии со всем остальным миром, лебезит перед Китаем, который нафармил горы бабла на своих фабриках и гражданах. В этом январе, во время вспышки неизвестного заболевания, Красный Брат сначала вообще отказался способствовать работе международных экспертов, но потом чуть подотпустил вожжи, видимо, уже понимая всю серьезность ситуации, однако не пустил специалистов в эпицентры заражения в Ухане, Хубэй, объяснив тем, что там не могут выделить время и людей для приема экспертов. ВОЗ обвиняет в нерешительности и чрезмерном желании угодить Китаю в условиях угрозы распространения вируса. То есть вместо того, чтобы ждать разрешения на проведение экспертиз, можно было просто закрыть все туристические и торговые двери для Китая со всем миром. Однако этого не произошло. Возможно, потому что Китай является одним из крупнейших спонсоров самого Всемирного общества здравоохранения. При этом ВОЗ, если уж не точно знала, то уж наверняка догадывалась, что Китай может скрывать некоторые данные о новом заболевании. Ведь именно это уже случилось в 2003 году с атипичной пневмонией. Тогда китайские чиновники скрывали неизвестное заболевание от своих граждан и мирового сообщества на протяжении целых 4 месяцев. Как и сейчас, в прошлый раз они отвергали, что вирус передается от человека к человеку, занижали количество больных, не пускали иностранных экспертов и продолжали пушить туризм, при этом понимая опасность болезни. In April, China apologized to the world for not being more open about SARS. С другой стороны, нельзя думать, что решение ВОЗ не душить Китай за очередной отказ от содействия связано только с финансированием их проектов. Это решение можно назвать политическим. Имеется в виду, что они дали Китаю попробовать самим разобраться в ситуации, взамен Китай более-менее пошел навстречу. Да и не факт, что насильственная изоляция Китая, хоть и своевременная, была бы панацеей. Ну, скажем так, не у всех стран, граничащих с Китаем, прям такая неприступная граница. Да и что-то мне подсказывает, что нашлись бы лидеры, которые забили бы на безопасность своих граждан ради хороших, прибыльных отношений с китайцами. Ведь если не китайцы, то кто?
Ладно, с ВОЗом разобрались, но откуда вообще взялся этот самый конфета-папирус? Знаете, тут на самом деле с самого начала история просто рассадник для конспирологических теорий. Итак, 30 декабря 2019 года врач, который обнаружил неизвестное ему заболевание в больнице Уханя, Ли Вэньлин, сообщил о своей находке в чатике со своими коллегами. 3 января 2020 года его вызвали в управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он распространял ложь с целью подрыва общественного порядка, и попросили больше так не делать, не пугать народ. Вместе с ним тогда под следствием находилось еще 8 человек. Позже выяснилось, что сам врач заразился вирусом и вскоре умер. Правда, правительство Китая почему-то первое время скрывало и этот факт. Удивительно здесь то, что врачу на момент заболевания было 3-4 года. Он не попадал в группу риска с летальным исходом. Но все равно вышло максимально трагично. Такие вот совпадения. Но они на этом не заканчиваются. Еще одно сумасшедшее совпадение — это то, что отправной точкой распространения болезни стал город Ухань. Ведь именно в нем находится один из крупнейших вирусологических центров страны, Институт вирусологии Уханя. Там работают с такими вирусами, как, например, Эбола и, собственно, тот же самый коронавирус. Одна из главных теорий заговора строится на том, что вирус является чем-то типа биологического оружия, созданного человеком в стенах Уханьского института вирусологии. И эту теорию, например, поддерживает депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Он уже направил письмо в Следственный комитет на имя Бастрыкина с просьбой разобраться в ситуации и привлечь ответственных с этой теорией несогласны эксперты в области медицины из научных институтов со всего мира, которые опубликовали свое заявление о том, что коронавирус возник в условиях живой природы, как и многие другие новые патогены. Однако это не развенчивает теорию, что главная проблема 2020-го выползла из Уханьского института вирусологии. Надеюсь, что это все-таки останется главной проблемой 2020-го. Представители института и китайское правительство, естественно, обиженно отрицают свою причастность. Говорят, мы тут вообще-то пытаемся весь мир вылечить, а вы нам говорите, что мы во всем виноваты. И пока я искал инфу об этом заведении, наткнулся на статью за 2018 год на каком-то явно пропагандистском китайском сайте на русском языке. Оставлю ссылку на текст, он гениальный, и позволю себе его процитировать, пока вы будете смотреть в глаза этому парню. 35-летний Джоу Пэнь из Уханьского института вирусологии, провинция Хубэй, Центральный Китай, Академия наук Китая, АНК, в прошлом месяце стал в один ряд с ведущими авторами международного научного журнала Nature, разместив на сайте издания результаты исследований, в ходе которых в организме летучих мышей был обнаружен коронавирус, возбудитель эпидемии смертельной диареи у поросят. Если еще нету дэт-метал-группы с названием «Возбудитель эпидемии смертельной диареи у поросят», то ее надо срочно сделать. Этот молодой ученый, только что опубликовавший в авторитетном международном издании по вирусологии и иммунологии высококачественную научную статью из 28 глав, говоря об успехах в своей исследовательской группе, излучает присущие молодости оптимизм и веру в собственные силы. Но это было в мае 2018, а в феврале 2020 двое китайских биологов выкатили доклад о возможном происхождении КВ. И его навряд ли опубликуют на этом сайте. В нем говорится, что, например, первое заражение человека коронавирусом произошло в стенах научной лаборатории в ходе проведения опытов над животными. Также в докладе говорится, что одна из мышей при проведении исследования напала на ученого. В тот момент кровь животного попала на кожу сотрудника лаборатории. А еще они говорят о том, что другая мышь, может быть и это, конечно, помочилась на другого ученого, заразив его тоже коронавирусом. Мыши пьяные, что ли, там были? Почему они кусались и ссали на врачей? Их с фестиваля нашествия привезли, что ли? Сами китайцы настаивают на непричастности института к пандемии, а территориальное совпадение дислокации лаборатории и вспышки вируса на самом деле не совпадение, ведь изучение животных и их вирусов привязано к среде обитания. Это, в принципе, логично. Нелогично то, что сами китайцы связывают первых зараженных с уханьским рынком, где якобы продавались летучие мыши для употребления в пищу. Однако сейчас уже ученые кивают на панголинов. Прям как в финальной сцене фильма «Заражение», который мы кидали в нашем телеграм-канале, вирус был у летучей мыши, она пофекалила где-то в лесу, пангольер оформил в кит этим добром, ну а дальше вы знаете. Однако в докладе биологов, о котором я говорил выше, сказано, что согласно муниципальным отчетам и свидетельствам 31 местного жителя и 28 приезжих, это самая большая выборка, конечно, но, в общем, они говорят, что летучая мышь никогда не употреблялась в пищу в этом городе, и на рынке не было вообще ни одной летучей мыши. И вообще это больше для Таиланда распространено, и там до сих пор их продают, кстати. Согласитесь, как-то здесь все скользко и не особо сходится. Не сходятся еще и гипотезы, которые выдвигает китайская сторона.
Так один из дипломатов обвинил у себя в Твиттере США. Его мнение подхватили многие СМИ, а затем и вся красная машина пропаганды. Версия строится на том, что в том же самом Ухане, который, видимо, центр вселенной, просто потому что там все происходит, в прошлом году состоялись военные игры, на которые приехали и представители Соединенных Штатов. Аж 280 военных спортсменов там были. И якобы именно они притащили заразу в стерильный и благоухающий Ухань. Однако, если бы это действительно было так, то очаг заражения должен был бы находиться в США. Оранжевый президент, конечно же, сразу подхватил волну недовольства и назвал все эти нападки бредом. Ну, потому что может себе позволить. Вообще, Трамп, знаете, это такой не самый приятный тип, но с которым лучше оказываться по одну сторону баррикад в случаях любых конфликтов. Потому что он, несмотря на то, что никогда не следит за базаром, каждый раз может вывести каким-то способом. Просто все уже знают, что лучше не трогать, потому что вонять будет еще сильнее, а доказать ему ты все равно ничего не сможешь. Например, он называет болезнь китайским вирусом, на что китайцы, естественно, обижаются, просят так не говорить, но Трамп отказывается, ссылаясь на то, что именно они сначала утаивали информацию, а потом крайне неохотно работали с зарубежными экспертами. Вот совсем недавно он открыто сказал, что весь мир платит большую цену из-за ошибок руководства Китая. Ну просто он отморозок, вы ему ничего не докажете, он говорит то, что думает. Да иногда отморозки говорят вслух то, о чем приличные люди думают, но молчат, боясь как бы подливать лишнее масло в огонь. Но давайте еще раз вспомним, что все это теории заговоров, чтобы мы как-то немножко отвлеклись от всей серьезности ситуации, поигрались, повеселились. Я вот, например, просидел неделю уже дома. Не могу сказать, что это прям мучительно, ведь все мои друзья здесь. Ноутбук, фикус, диван. В данном случае я впервые в жизни решил прям перестраховаться. Не потому что боюсь за свою жизнь, просто я лучше окажусь за ссыхой, чем в нашей больнице. Вам, кстати, тоже советую поторчать дома, посвятить время себе. У всех же куча дел накопилось, которые вот все не было времени сделать, вот прям не было никак времени. Вот теперь шанс, бери, делай. Можешь залетать к нам в телеграм-канал, если скучно и хочешь поболтать, то welcome в чат, там же рядышком. Напоследок хочу тебе пожелать быть открытие с собой, позволять себе быть тем, кем тебе комфортно быть. Все к этому располагает сейчас. Все очень комфортно все. Но вообще да, это упорядочивает мысли и желания. Потом сможешь лучше в себе разбираться. А это самое главное. Это путь к успеху, счастью. Не болей. Ставь лайк, комментарий. И до скорых.